Короче, последующие дни, это уже где-то после недели, уже на самом деле прошло около 10 дней. Самая моя сейчас основная задача, чтобы пропала корка, которая образовалась на голове, и было, в общем-то, ну, видно, как обычно, волосы растут. Хотя, ну, это тоже интересный момент, я знаю, что они должны все еще выпасть, и вот тоже, когда это произойдет. То есть на данный момент я пока начинаю вот этой пенкой и мыть голову не раз в день, а 2 раза в день, чтобы быстрее эта корка сошла. Сплю я уже, в общем-то, нормально, обычным методом, способом. Вот еще по ночам иногда болит опять-таки вот эта вот донорская зона. Иногда, вот вчера я даже вставал, пил обезболивающие ночью. То есть сегодня уже, в принципе, такого не было. Вот как оно выглядит на данный момент. Видите, постепенно здесь появляется наконец-таки кожа головы. Вот эта корочка постепенно сходит. И вот моя задача, чтобы быстрее эта корка сошла. И стал виден мой череп, что называется. Итак, каждый день, дважды я это делаю, днем и вечером, чтобы быстрее эта корочка спала. Только что разговаривал с клиникой, ну, как я и говорил, мой ангел, девушка, которая была всегда со мной из клиники, она меня сопровождает в течение года. И каждый день я ей отправляю отчеты, и она мне говорит, что нужно делать. И сейчас она мне сказала, что нужно, когда я наношу пену, еще делать вот такой вот массаж. Вот такой вот массаж, и типа вот эта корочка быстрее сойдет. Ну, вообще, в принципе, она смотрит и говорит, что все, как у меня проходит, все по плану, все как нужно. Ну, будем смотреть. Буду вам сообщать, как слезет эта корочка и как она будет выглядеть без корочки. Потому что у многих, как я смотрю, там вообще пишут чуть ли не на 3-й день они выходят на работу и уже колосятся волосы. У меня уже, как видите, какой-то 10-й где-то день или даже 11-й день. И все еще вот эта вот вся эта корка на голове. Ну и волос, конечно, тоже еще ничего не растет. Ну, точнее, растут только волосики, которые у меня были еще с первой пересадки. Вот и все. Новых никаких волос нет вообще. Ну, может быть, маленькие. Слишком маленькие. Это еще те, которые были вместе с пересадкой. Вот, кстати, пока делал массаж, вот видно, что некоторые волосы с корнями у меня уже на пальцах, что не очень хорошо. Как только я заметил, что эти волосы у меня остаются некоторые на руках, я прекратил этот массаж. И следующее — это мойка волос. То есть я обычно делаю каким образом? Я просто немножко выжимаю шампунь сюда, делаю пену, чтобы она не прям стекала, а была более или менее густой. И точно таким же методом наношу все на голову. И потом тоже оставляю, перед тем, как смывать, еще оставляю все на какое-то время. То есть вот беру всю пену и равномерно разношу по всей поверхности головы, чтобы оно, я надеюсь, там как-то более или менее растворяет всю эту корочку. То есть таким образом. Так, как мне кажется, даже проще это делать после того, как помыта голова. Получается, вся эта фигня размякает, и вот ее можно постепенно вот так очень аккуратно соскабливать. Только главное, чтобы сами волосы как бы не вылезали. Вот, то есть, видите, вот эта вот херня, она более легко размякает, и вот ее можно потихонечку вот так вот удалять. Пожалуй, наверное, это самый действенный, самый рабочий способ, как избавиться от этой корки. То есть, ну вот, не знаю, надеюсь, ничего тут такого disgusting нет, видите? Ну, как обычная, кожа, что ли. Не знаю, что это такое. Но главное смотреть, чтобы вместе с вот этой вот корочкой не вылезали волосы, которые вам пересадили. Короче, самый действенный способ. Вот берем эту самую палочку для ушную. И вот такими круговыми движениями просто собираем вот эту вот всю, как ее назвать, поебень.
берем палочку, потом ее моем. То есть главное аккуратно, чтобы вот, просто такими круговыми, видите, оно все собирает и убираем. И постепенно так можно всю голову очистить. Вот такой вот ноу-хау. Причем это делается после того, как вы помыли голову шампунем, чтобы вся эта поебень размокла. И потом вот, главное аккуратно, чтобы не повредить волосы. И вот этим вот роликом, получается, не собрать волосы, которые вам пересадили. Итого полчаса, и видите, корки как не бывало, все отмыто. И сейчас вот виден рисунок, который мне сделали. Видите, он прям слишком четкий. Как-то необычно для оригинальных волос, точнее, естественных волос. Не правда ли? На следующее утро у меня продолжение истории с вот этой вот корочкой. Хочется наконец-таки от нее избавиться. И вот с утра пораньше, что называется, я опять наношу вот эту пену, которую мне выдали в клинике, и шампунь. Ну и потом дальше буду по такой же методике, как и вчера, палочкой убирать вот эту корочку. Я спросил у клиники, сказали, что пена, которую они выдают, она как раз-таки использована должна быть до того момента, пока корка это не слезет. Поэтому я решил все-таки быстрее от нее избавиться, от этой корки, потому что, ну, на людях ходить с этой коркой очень выглядит не айс. Потому что если вы убираете корку, то в принципе волосы уже выглядят такими, как будто бы они никуда не пересаживались. Но видно все равно немножко покраснения в донорской зоне. Ну вот и получается, что чтобы всем этим заниматься, у вас должно быть свое время, свободное время, не знаю, потратить отпуск, что ли, на это все. Или же, если у вас есть работа, я не знаю, честно говоря, как вы будете постоянно совмещать работу с вот этими всеми процедурами. Единственное, наверное, когда будете домой возвращаться, ну и... Или если вы работаете дистанционно, потому что, ну или в маленьком, не знаю, может быть, коллективе, в котором все в очень хороших отношениях и нечего скрывать, потому что вот это вот все после пересадки все остается, ну, как бы такое себе удовольствие.